Всем привет! Это сравнительный обзор трех робот-пылесосов Midge 1C, Yeti 2 Hybrid и Dream F9. Два из трех устройств вам известны, на канале есть обзоры данных робот-пылесосов. А вот Yeti 2 Hybrid – это новый робот-пылесос, который может одновременно пылесосить и мыть. Для навигации использует камеру, имеет емкий аккумулятор на 5200 мАч и две боковые щетки, которые эффективно сгребают пыль в всасывающее отверстие. Yeti 2 Hybrid отличается минималистичным дизайном, имеет только одну механическую кнопку. Запуск автоматической уборки – пауза. Кнопка подсвечивается разным цветом в зависимости от статуса устройства. Камера имеет необычное обрамление, смотрится эффектно. Верхняя часть выполнена из матового белого пластика, что предотвращает появление отпечатков пальцев. Заметил, что бампер мягкого касания имеет малый ход и легко нажимается, благодаря этому он будет быстрее реагировать на препятствия и нежнее соприкасаться с мебелью или стенами. В Dream F9 и Midge 1C у бампера большой ход и туже нажимается. Под черной глянцевой полоской находятся 11 инфракрасных датчиков, расположенные на разном уровне. Они необходимы для распознания препятствий в пределах до 20 см. Плюс 2 ЭК-датчика необходимы для обнаружения базы. В ходе эксплуатации заметил, что такое количество и расстановка ЭК-датчиков намного лучше информирует робот-пылесос об объектах на его пути. У Midge 1C всего 7 ЭК-датчиков, у Dream F9 11, 2 из которых необходимы для парковки. Например, Dream F9 вот в такой журнальный столик врезается на полном ходу. Yeti 2 заблаговременно тормозит и мягко касается бампером. Под откидной крышкой находится универсальный инструмент для чистки турбощетки, фильтр пылесборника. Это переключатель питания, кнопка сброса настроек, индикатор Wi-Fi и QR-код для скачивания мобильного приложения. Под заглушкой находится диагностический порт. Контейнер объемом 430 мл, имеет удобную ручку, легко вынимается. Видим информацию, что контейнер и фильтр можно мыть. Такая заглушка предотвращает высыпание мусора при извлечении контейнера. Такого клапана нет в контейнере у Midge 1C и Dream F9, и при извлечении надо быть осторожнее, чтобы не просыпать мусор. Также крышка пылесборника открывается с усилием. В Yeti 2 пылесборник удобно открывается нажатием кнопки. В задней части контейнера установлена тройная система фильтрации. Это мелкоячеистая сетка, поролоновая губка и HEPA-фильтр. С такой поролоновой губкой HEPA-фильтр будет дольше оставаться чистым. В F9 и 1C используется только сетка и сам HEPA-фильтр. Сзади установлен бак для воды объемом 240 мл. Внутри бака установлен клапан. Вот этим пылесос нажимает на клапан, вода поступает внутрь устройства и подается через форсунки на многоразовую салфетку. В комплекте также есть 5 штук одноразовых салфеток. Такая салфетка крепится на липучке к пластине, которую нужно прикрепить к баку. Снизу установлено 6 датчиков для предотвращения падения. В F9 и 1C всего 4 датчика, но зато у них есть датчик движения, который помогает построить карту помещения. 2 зарядных контакта, поворотное колесо, которое можно вытащить и прочистить. 2 боковые щетки, кисточки которых немного длиннее, чем у боковой щетки F9 и 1C. 2 основных колеса с протекторами хорошо преодолевают препятствия до 2 см. Под защитой находится щетинисто-лепестковая турбощетка. Модуль турбощетки плавающий. База для зарядки имеет стандартный вид, но в отличие от базы F9 и 1C, разъем для подключения провода находится не сбоку, а с тыльной стороны. Там же есть специальные ушки, на которые можно намотать лишний провод. Сравнительные характеристики представлены на экране. Перейдем к тестам. Я рассыпал овсянку и рис весом 140 грамм. В приложении выставил максимальную мощность всасывания 2500 паскаль.
ходе эксперимента заметил, что Midge 1C не всегда точно проезжает вдоль стенки, а вот Dream F9 и ED2 проезжают на минимальном расстоянии, вследствие чего уборка проходит качественнее. Также заметил, что в приложении F9 и 1C площадь уборки составила 1 квадратный метр, ED2 показал 2 квадратных метра, а по факту площадь уборки 1,72. Тест уборки на ковре. Для следующего теста я разлил крепкий кофе, размазал капли и немного подсушил феном. В приложении выбрал максимальный режим подачи воды на салфетку. ED2 отлично увлажнил и очистил пол от пятен кофе. Dream F9 тоже справился с тестом, но немного остались пятна и пол не такой влажный. Midge 1C не участвовал в тесте, потому что имеет такой же модуль для мытья пола, как и у Dream F9. В следующем тесте протестируем степень чувствительности бампера и эффективность встроенных EK-датчиков в бампере. Из-за малого количества EK-датчиков в бампере, Midge 1C врезается в объекты на полном ходу, и бампер менее чувствителен к объектам до 600 грамм. Тем не менее, неубранных зон не осталось. Dream F9 хорошо составляет маршрут обхода препятствий, но не всегда притормаживает перед ними. ED2 отлично видит объекты на своем пути, предотвращая столкновения на полной скорости, но бампер мягкого касания не способен сработать на предметах весом до 500 грамм. Этот тест покажет, боятся ли роботы-пылесосы черных ковров, так как датчики могут распознать их как перепад высоты. Все роботы прошли испытания. Протестируем первое составление карты помещения. Midge 1C убрал 61 квадратный метр за 62 минуты. Dream F9 63 квадратных метра убрал за 70 минут. ED2 убрал всего 51 квадратный метр за 64 минуты, хотя неубранных зон не осталось. Скорее всего, некорректно отобразилась площадь уборки. Все три робот-пылесоса успешно справились с тестом и точно построили карту. ED2, F9 и 1C умеют автоматически зонировать помещения на комнаты, которые можно подписать или обозначить соответствующей иконкой.
Также в приложении доступна зональная уборка, возможность установки запретных зон, виртуальных стен. В приложении Еди также доступно обозначение зон без влажной уборки. Можно выбрать определенные комнаты и порядок уборки, составить график уборки. В приложении Еди можно запланировать уборку в определенных комнатах. В приложении Mi Home для Dream F9 доступно включение и увеличение мощности при заезде на ковер, но это не всегда точно работает. Все три испытуемых поддерживают голосовое управление через Яндекс.Алиса. Алиса, ежик, начать уборку. Пожалуйста. Алиса, Dream, начать уборку. Конечно. Робот начинает уборку. Алиса, Миджа, начать уборку. Есть. Начинаю уборку. Алиса, завершить уборку. Заканчиваю уборку. К станцию для зарядки. На основании тестов и опыта эксплуатации могу сказать, что Еди 2 ничуть не отстает от Dream F9 и Midge 1C по функционалу и качеству уборки, и даже превосходит их. Еди 2 производит впечатление оптимального робота-пылесоса на каждый день, со всеми необходимыми наборами режимов и функций. Он хорошо справляется со своей основной задачей – поддерживать чистоту в доме, умеет делать сухую и влажную уборку одновременно, собирать шерсть животных и очищать простые пятна от жидкостей. Присутствует полный набор удобных функций, которые сделают обращение с ним еще проще. Разные режимы уборки, составление графика уборки, голосовые уведомления и управление голосовыми ассистентами. Также Еди 2 строит карту помещения, что добавляет в арсенал еще множество функций. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал, всем пока!